Улицы, еще недавно гудевшие от шагов и голосов, затихли, уступая место шороху опавших листьев и далекому гудению машин. В узком переулке, зажатом между старыми панельными домами, где ржавые мусорные баки источали резкий запах, притаилась немецкая овчарка по кличке Лиза. Ее некогда густая шерсть, темная, с золотистыми подпалинами, теперь была свалявшейся и грязной, а ребра проступали под кожей, как тени былой силы. Но не ее истощенное тело приковывало взгляд, это были ее глаза, глубокие и полные отчаяния, в которых блестели слезы. Лиза лежала на старом куске картона, прижавшись к холодной стене. Рядом в импровизированном гнезде из тряпок и листьев пищали 6 крошечных щенков. Их тельца, покрытые редкой шерстью, дрожали от холода, а слабые голоса, полные голода, едва долетали до края переулка. Лиза смотрела на них с бесконечной любовью, но ее взгляд был омрачен страхом. Она знала, что ее молоко почти иссякло, а силы таяли с каждым днем. Ее щенки, ее маленькие сокровища были на грани жизни и смерти. Каждый раз, когда шаги прохожих раздавались в переулке, Лиза поднимала голову. Она не лаяла, не рычала. Она умоляла. Ее глаза, подернутые дымкой усталости, следили за каждым человеком, проходившим мимо. Она тихо поскуливала, ее голос дрожал, как осенний лист на ветру, но люди отводили взгляд. Кто-то ускорял шаг, кто-то брезгливо морщился, видя грязную собаку и ее щенков. «Бездомные», — шептались они, спеша уйти. Лиза не понимала их слов, но чувствовала их равнодушие. И каждый отказ вонзался в ее сердце, как острая игла. Она не всегда была такой. Когда-то Лиза жила в доме, где теплые руки гладили ее шерсть, а миска всегда была полна. Но хозяин исчез. Может, умер, может, бросил ее. И Лиза оказалась на улице, беременная, с ношей, которую она поклялась защищать. Она научилась прятаться от дождя под козырьками, выискивать объедки в мусоре, избегать агрессивных бродячих псов. Но теперь, когда ее щенки родились, она не могла уйти далеко. Они были ее миром, и она отдала им все. Свое молоко, свои силы, свою надежду. В тот вечер переулок казался особенно пустым. Холодный ветер гнал листья по асфальту, а фонарь над мусорными баками мигал, отбрасывая неровные тени. Лиза прижалась к щенкам, пытаясь согреть их своим телом, но ее собственное тепло угасало. Она подняла голову, услышав шаги. Молодая девушка, закутанная в теплый шарф, шла по переулку, возвращаясь с работы. Ее звали Маша, и она была одной из тех, кто всегда замечал мелочи. Воробья на подоконнике, старушку, несущую тяжелую сумку, или бездомного кота, ищущего еды. Маша заметила, как тощая овчарка дрожит, как ее ребра проступают под кожей, и почувствовала комок в горле. Она не могла просто уйти, как другие. Маша медленно опустилась на корточки, стараясь не пугать Лизу. Она открыла сумку и достала недоеденный бутерброд, который брала на обед. Осторожно, чтобы не делать резких движений, она положила еду на асфальт и отодвинулась. Лиза смотрела на нее. Ее нос дрогнул, уловив запах еды. Голод боролся со страхом, но материнский инстинкт победил. Она сделала шаг, затем еще один и, наконец, схватила бутерброд, проглотив его в несколько жадных укусов. Ее глаза, полные настороженности, не отрывались от Маши. Маша наблюдала за Лизой. Ее сердце разрывалось. Она видела, как собака борется, как она жертвует собой ради щенков. В этот момент Маша поняла, что не может оставить их здесь, в холодном переулке, на милость судьбы. Она достала телефон и начала искать контакты местных волонтеров, приютов, кого угодно, кто мог бы помочь. Но ночь была глубокой, и ответов не было. Маша посмотрела на Лизу, которая вернулась к щенкам и легла, прикрывая их своим телом.
«Я вернусь», — прошептала Маша, и ее голос был полон решимости. «Обещаю». Она не знала, как спасет эту семью, но знала, что не оставит их. Лиза, словно услышав ее слова, подняла голову. Ее глаза, подернутые слезами, встретились с глазами Маши. И в этот момент между ними возникла связь. Тонкая, но нерушимая. Маша ушла, но ее сердце осталось в переулке с мамой-овчаркой и ее щенками, чья судьба теперь зависела от ее действий. Ночь была долгой для Маши. Лежа в своей маленькой квартире, она не могла сомкнуть глаз. Образ слезы, тощей овчарки с глазами полными слез и ее крошечных щенков, дрожащих в холодном переулке, преследовал ее. Каждый раз, закрывая глаза, она слышала слабый писк щенков и пронзительный скулеж их матери, умоляющей о помощи. Маша ворочалась, ее сердце сжималось от чувства вины за то, что ушла, оставив их там, под мигающим фонарем. Но она знала, что вернется. Не с пустыми руками, а с надеждой. На рассвете, когда небо окрасилось в бледно-розовый цвет, Маша уже была на ногах. Она собрала все, что могла найти: консервы для собак, которые покупала для соседского пса, старое одеяло из шкафа, бутылку воды и миску. Она ждала. «Я вернулась», — тихо сказала Маша, ее голос дрожал от волнения. «Я помогу вам». Она медленно опустилась на корточки, стараясь не пугать Лизу. Достав из рюкзака банку мясного пюре, Маша открыла ее, и запах еды разнесся по переулку. Лиза напряглась, ее нос задвигался, улавливая аромат. Голод был сильнее страха, но она не двигалась. Ее взгляд метался между едой и щенками. Маша положила миску с пюре на асфальт и отодвинулась, давая Лизе пространство. Овчарка смотрела на нее, ее лапы дрожали, но материнский инстинкт взял вверх. Она медленно подошла. Ее движения были осторожными, почти крадущимися. Наконец она опустила голову к миске и начала есть, жадно глотая еду. Маша наблюдала, ее глаза наполнились слезами. Она видела, как Лиза борется за каждый кусок, как ее истощенное тело дрожит от слабости. Это была не просто собака, это была мать, готовая пожертвовать всем ради своих детей. Маша достала вторую миску и смешала корм для щенков с водой, создавая кашицу, которую малыши могли бы съесть. Она подползла ближе к гнезду, но Лиза тут же подняла голову, ее уши прижались, а в глазах вспыхнул защитный огонь. «Все хорошо, девочка», — прошептала Маша, ее голос был мягким, как утренний свет. «Я не трону твоих малышей». Лиза смотрела на нее, и ее дыхание было тяжелым. Маша замерла, не двигаясь, пока овчарка не опустила голову обратно к миске. Только тогда Маша осторожно пододвинула миску с кашицей к щенкам. Их крошечные носы задвигались, уловив запах, и они, спотыкаясь, поползли к еде. Впервые за свою короткую жизнь они ели что-то, кроме слабого молока матери, и их слабый писк сменился тихим чавканьем. Овчарка не отшатнулась. Она лишь слегка наклонила голову, ее нос коснулся ткани, как будто она благодарила. Маша знала, что еда и одеяло — это лишь временная помощь. Лиза и ее щенки нуждались в большем. Тепле, безопасности, медицинской помощи. Она достала телефон и начала звонить знакомым волонтерам. Ее подруга Катя, работавшая в местном приюте, ответила сразу. Услышав о Лизе и щенках, она пообещала приехать с клеткой-переноска и связаться с ветеринаром. Но Катя предупредила: приют переполнен, и найти место для целой собачьей семьи будет непросто. «Я найду способ», — твердо сказала Маша, ее голос был полон решимости. «Они не останутся здесь». Пока Маша ждала помощи, она сидела в переулке, не сводя глаз с Лизы. Овчарка, словно почувствовав перемены, расслабилась.
Она легла ближе к щенкам, ее дыхание стало ровнее, а глаза, все еще полные тревоги, теперь смотрели на Машу с осторожным доверием. Маша протянула руку, не касаясь Лизы, и тихо заговорила. «Ты сильная девочка. Ты сделала все, чтобы их защитить. Теперь я с тобой». Лиза наклонила голову, ее уши дрогнули, как будто она понимала. В этот момент Маша почувствовала связь. Не просто между человеком и собакой, а между двумя сердцами, объединенными одной целью. Она знала, что это только начало, но впервые за ночь ее душа наполнилась надеждой. Лиза и ее щенки были не одни, и Маша была готова бороться за них, чего бы это ни стоило. Когда вдалеке послышался шум машины Кати, Маша посмотрела на Лизу и улыбнулась сквозь слезы. «Все будет хорошо», — прошептала она. «Я обещаю». Утренний туман начал рассеиваться, когда в переулке послышался шум приближающейся машины. Старенький фургон, покрытый пятнами ржавчины, остановился у входа. И из него вышла Катя, подруга Маши, работавшая волонтером в приюте. Ее короткие волосы были растрепаны, а под глазами залегли тени от бессонных ночей, но взгляд горел решимостью. В руках она несла большую клетку-переноску и сумку с медицинскими принадлежностями. Маша, все еще сидевшая рядом с Лизой и ее щенками, почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Помощь пришла, но впереди ждала неизвестность. Лиза, лежа на куске картона, насторожилась. Ее уши прижались к голове, а глаза, полные тревоги, следили за Катей. Щенки, укрытые старым одеялом, слабо пищали, их крошечные тельца все еще дрожали от холода. Маша встала, ее голос был мягким, но твердым. «Катя, они здесь. Они едва держатся». Катя опустилась на колени рядом с Машей, ее взгляд упал на Лизу. Овчарка, истощенная и грязная, выглядела как тень самой себя, но ее глаза, подернутые слезами, горели материнской силой. Катя вздохнула, ее лицо омрачилось. «Бедняжка», — прошептала она, — «как она вообще выжила? И эти малыши, они такие слабые». Маша кивнула, ее горло сжалось от подступающих слез. Она рассказала Кате о том, как нашла Лизу, как та умоляла прохожих, как отдала все свое молоко щенкам, жертвуя. Катя слушала, и ее пальцы нервно теребили край куртки. Наконец она сказала: «Нам нужно отвезти их к ветеринару, прямо сейчас, они не переживут еще одну ночь на улице». Маша посмотрела на Лизу, которая все еще настороженно наблюдала за ними. Она знала, что завоевала крошечную долю доверия овчарке, но перевозка будет испытанием. Лиза не позволит просто так забрать ее щенков. Маша медленно протянула руку, не касаясь Лизы, и тихо заговорила: «Девочка, мы хотим помочь. Мы отвезем вас в безопасное место. Ты и твои малыши будете в тепле». Лиза напряглась, ее тело задрожало, но она не рычала, лишь смотрела, ее глаза метались между щенками и Машей. «Все хорошо», — шептала Маша, ее голос дрожал. «Мы не разлучим вас, обещаю». Когда все 6 щенков были уложены в переноску, укрытая полотенцем, Катя повернулась к Лизе. Овчарка медленно поднялась, ее лапы дрожали от слабости. Маша достала еще немного мясного пюре и положила его перед Лизой, чтобы отвлечь ее. Лиза жадно съела еду, но ее взгляд не отрывался от переноски. Маша и Катя переглянулись, понимая, что самое сложное впереди. «Если мы будем осторожны, она пойдет за щенками», — сказала Катя, ее голос был полон надежды. «Она им доверяет больше, чем нам». Маша кивнула и медленно подняла переноску, держа ее так, чтобы Лиза видела щенков. Овчарка тут же шагнула вперед, ее нос почти касался решетки. Клиника, небольшое здание с облупившейся краской, была знакома Кате. Катя. Здесь она не раз спасала бездомных животных. Ветеринар, пожилая женщина по имени Ольга Ивановна, встретила их у входа. Увидев Лизу и щенков, она нахмурилась.
Ее взгляд стал серьезным. «Состояние тяжелое», — сказала она, осматривая Лизу, пока Маша и Катя держали переноску. «Мать истощена, щенки на грани. Нужно немедленно сделать анализы». Ольга Ивановна начала осмотр. Лиза была так слаба, что ее пришлось кормить жидкой питательной смесью через шприц. Анализы показали обезвоживание, анемию и инфекцию, вызванную недоеданием. Щенки, хоть и были живы, страдали от голода и переохлаждения. Ольга Ивановна посмотрела на Машу и Катю. Ее лицо было суровым, но глаза полны сострадания. «Им повезло, что вы их нашли», — сказала она. Еще день-два, и она не договорила. Но Маша поняла. Маша стояла в коридоре клиники, ее руки дрожали. Она смотрела на Лизу через стекло смотровой комнаты, на ее изможденное тело, на ее глаза, которые все еще искали щенков. Тревога за их жизнь смешивалась с решимостью. Маша знала, что это только начало пути, но она была готова идти до конца. Лиза и ее малыши заслуживали шанса на жизнь, и Маша не подведет их. Ветеринарная клиника стала временным убежищем для Лизы и ее щенков, но их путь к спасению был далек от завершения. Впервые за месяц она была в безопасности, в месте, где не было ни холода, ни голода, ни угрозы. Маша присела рядом, ее рука лежала на решетке вольера. Лиза посмотрела на нее, и в ее глазах, все еще подернутых дымкой усталости, мелькнула искра доверия. Маша улыбнулась, и ее горло сжалось от подступающих слез. «Ты сделала это, Лиза», — прошептала она. «Ты их защитила». В приюте началась новая глава их жизни. Лиза, которую кормили жидкой пищей, постепенно переходила на твердую еду. Ее шерсть, некогда свалявшаяся и грязная, начала блестеть, открывая темные с золотистыми подпалинами тона, которые делали ее похожей на гордую лесную волчицу. Она все еще была худой, но ее движения становились увереннее, а глаза, когда-то полные страха, теперь сияли теплом. Щенки росли с каждым днем, их лапки окрепли, шерсть стала гуще, а любопытство толкало их исследовать вольер, спотыкаясь и падая в мягкую солому. Маша дала им имена: Рыжик, Пушок, Зорька, Мишка, Лучик и Тень. И каждый раз, глядя на их неуклюжие игры, не могла сдержать улыбки. Катя и другие сотрудники приюта помогали ухаживать за семьей, но Маша стала их главным ангелом-хранителем. Она приходила каждый день после работы, приносила игрушки для щенков, чистила вольер и сидела с Лизой, разговаривая с ней как с подругой. Лиза, которая поначалу вздрагивала от каждого шороха, начала расслабляться. Она научилась принимать еду из рук Маши. А однажды, в тихий вечер, когда приют затих, Лиза осторожно положила голову на колени Маши, и ее теплое дыхание коснулось ее руки. Маша замерла, боясь спугнуть этот момент. Она гладила Лизу, чувствуя, как ее собственное сердце наполняется теплом. «Ты доверяешь мне, правда?» – прошептала Маша, ее глаза блестели. «Мы все сделаем правильно». Но забота о Лизе и щенках была не только радостью, но и испытанием. Щенки хоть и набирали вес, все еще были уязвимы. Один из них, Пушок, был слабее остальных, и Маша с тревогой замечала, как он отстает в играх. Ольга Ивановна, приезжавшая в приют для осмотров, предупредила, что Пушок нуждается в особом уходе. Лиза, словно чувствуя это, не отходила от него, вылизывая его чаще, чем других, и прикрывая своим телом. Маша и Катя разработали план. Дополнительное питание для Пушка, теплые грелки и регулярные проверки. Маша не спала ночами, переживая за малыша, но каждый его слабый писк, каждый новый шаг давали ей надежду. В приюте Лиза и ее щенки стали всеобщими любимцами. Сотрудники, привыкшие к трудным случаям, восхищались стойкостью овчарки.
что ждет эту семью дальше, сможет ли она найти для них дом, который они заслуживают. Когда Маша уходила из приюта, звезды уже сияли над городом. Она посмотрела на небо, ее мысли были с Лизой и щенками. Их трансформация была чудом, но Маша знала, что самое важное еще впереди. Она обещала им безопасность, и это обещание вело ее вперед, как маяк в ночи. Прошел месяц с тех пор, как Лиза и ее щенки поселились в приюте. За это время их жизнь преобразилась, словно серая осень уступила место теплой весне. Лиза, некогда тощая и напуганная овчарка, теперь сияла здоровьем. Ее шерсть, темная с золотистыми подпалинами, блестела, как лесной поток под солнцем, а глаза, когда-то полные слез, светились уверенностью и теплом. Щенки — Рыжик, Пушок, Зорька, Мишка, Лучик и Тень — превратились из хрупких комочков в шустрых, игривых малышей. Их лапки окрепли, хвостики виляли, как маленькие метелки, а звонкий лай наполнял приют радостью. Даже Пушок, самый слабый из них, догнал братьев и сестер. Его глаза горели озорством. Маша приходила в приют каждый день, и ее сердце было связано с этой семьей невидимой нитью. Она играла со щенками, учила их простым командам и гладила Лизу, которая теперь доверчиво клала голову ей на колени. Согласится ли Лиза покинуть приют? Будут ли новые хозяева также заботиться о ней? Катя, словно прочитав ее мысли, добавила: «Это хорошие люди. У них большой дом с террасой, 2 детей с собаками. Они видели твои посты и влюбились в Лизу». Маша кивнула, ее глаза блестели. Она знала, что это шанс, о котором мечтала, но прощание казалось невыносимым. В тот же день семья приехала в приют. Это были Анна и Сергей, пара средних лет, с 2 детьми, 10-летней Машей, тезкой и 6-летним Димой. Их глаза сияли, когда они увидели Лизу и щенков. Лиза, почувствовав новых людей, насторожилась. Но Маша опустилась рядом и тихо заговорила. «Все хорошо, девочка. Они добрые, они дадут вам дом». Анна, мать семейства, присела на корточки и протянула руку. Лиза, помедлив, обнюхала ее пальцы, а затем слегка вильнула хвостом. В груди было пусто, но эта пустота была светлой, полной надежды. Она знала, что сделала все возможное, чтобы дать им шанс на счастье. Спустя несколько недель Маша получила письмо от Анны. Лиза и щенки прижились в новом доме. Они бегали по просторному саду, спали на мягких подстилках, а дети обожали играть с ними. Лиза, теперь гордая и уверенная, стала душой семьи. А щенки, подрастая, наполняли дом смехом и лаем. В письме была фотография. Лиза лежала на траве, окруженная щенками, ее глаза сияли покоем. Маша прижала фото к груди, ее губы тронула улыбка. Каждый раз, проходя мимо того переулка, где она впервые встретила Лизу, Маша останавливалась. Теперь там не было ни картона, ни мусора, только чистый асфальт и слабый запах осенних листьев. Но память о Лизе и ее щенках жила в ее сердце, как звезда, освещающая путь. Эта история научила Машу, что даже в самые темные времена один поступок, одно сердце, полное сострадания, может изменить все. Маша продолжала работать с приютом, помогая другим животным, но ее преданность выходила за рамки обычной заботы. Она была полна решимости менять жизни, одно животное за раз, и каждый раз, когда ей было тяжело, она вспоминала Лизу и ее щенков. Напоминание, что ни один акт доброты не бывает слишком мал. Их история стала маяком надежды не только для Маши, но и для всех в приюте, кто ее слышал. Это было свидетельство силы любви и упорства, наследие, которое будет жить в сердцах всех, кто знал их. Маша знала, что впереди еще много животных, нуждающихся в ее помощи, но история Лизы и ее щенков дала ей силы.
Это был не просто счастливый конец, это был триумф любви, доказательство того, что даже самые слабые могут найти свой дом, если кто-то готов за них бороться.